К православной России. Чиновников нужно подвинуть и все. К многонациональной, дружной, 10 лет назад здесь был бомжатник. мужественной. Он же свое место занимает не просто так. Именно со временем, попав в Кремль, превратился вот в... Дружелюбной. Да их тут же уберут. Только он поднимется. У нас много времени, чтобы это все увидеть. Есть ли у Владимира Путина какой-то план? Я думаю, есть, наверное. Он же свое место занимает не просто так. Как думаете, в чем этот план заключается, вот вы как гражданин? Ну а какой смысл в том, что я думаю? Это же пальцем в небо. Почему? Мнение каждого же должно быть важно. Ну, планы, я думаю, обычные. Планы там дальнейшего развития, дальнейшей жизни государства с учетом там каких-то текущих изменений. Думаю, обычные планы, как всегда, просто с поправкой на там какие-то геополитические изменения, экономические изменения. Этот план заключается в том, что, допустим, мы бы в 20 лет, в 99-м, допустим, там году, ну или позже, там, в 2001-м, вряд ли бы мы могли вот сейчас так спокойно стоять, беседовать. Здесь просто важно понимать, что какие-то улучшения, какие-то постепенные улучшения, они не могут произойти сразу, произойти мгновенно, молниеносно, чтобы все кругом сияло и все ходили довольные и счастливые. Напротив, какие-то лишения, которые именно внешние происходят, они лишь помогают какой-то внутреннему деланию. Например, в Советском Союзе был такой мощный андеграунд. Да, там, от Южинского подполья до Ильенковского кружка. Да, но разве можно это было бы представить в условной там Швейцарии, которую нам любят ставить в пример? Нет, конечно. Какое-то внешнее давление, не чрезмерно сильное, конечно, оно лишь помогает развиваться. Я думаю, что Путин действительно любит Россию. В чем-то он, может быть, ошибается, но в каких-то глобальных вещах он именно со временем, попав в Кремль, превратился вот в человека все-таки умеющего, научившегося мыслить сакрально, хотя изначально таким, безусловно, не являлся. План на будущее? Да, у него есть какой-то план. У него есть план, он его придерживается. Да, и он только никому не расскажет, наверное, этот план есть только у него. И мы все никогда не поймем, что это за план. Вообще нет, у него он свой. А когда-то план для улучшения жизни граждан в самой России будет? Думаю, что да, но только он Не скоро, наверное. не краткосрочный, скорее долгосрочный какой-нибудь план такой на 10 лет. Я надеюсь, что вы доживете в молодые. Да. И мы тоже надеемся. Когда у нас будут дети, и дети будут получать какое-нибудь будущее. И тогда Путин уйдет. План будущее, чтобы Россия было хорошо жить в России и во благо народа, я думаю, все это Путин. То же самое. Что Думаете, сколько еще ждать это благо для народа? Вот недавно в своем выступлении, где-то месяца 3 назад, он сказал, что нужно всего лишь 10 лет подождать, и тогда будут какие-то глобальные изменения и улучшение качества жизни. Вот как считаете, готовы ли вы подождать еще сколько-то там, 10 лет? Да, мы и так живем хорошо. То, что, знаете, наш глава Кадыров говорит, это мы готовы жизнь отдать. Все. Вы, наверное, слышали такое понятие, как план Путина. И вот уже 22-й год заканчивается. Вот в чем этот план заключается? Слышал, но в чем заключается? Это, не знаю, план Путина, я слышу такое выражение, но в чем он, тоже не могу сказать. Как думаете, куда он ведет? Вот в чем этот план? Наверное, какой-то ведет, у него своя цель, видимо, и да, у него есть, он ведет для того, чтобы упрочить положение России, я думаю, так он ведет, скорее всего. В мире и внутренней, и международной арене с поступающими угрозами и вызовами. Я думаю, так. Я считаю, что есть. А в чем он заключается? Это развитие нашей страны. За последние 10 лет я вижу, что страна движется только в лучшую сторону. Я вижу, как развивается экономика. Не везде, не вся сразу. Я вижу, как улучшается жизнь. Вот посмотрите сюда. 10 лет назад здесь был бомжатник. А здесь нормально сейчас. Скажем так, территория, где можно пройти спокойно и посидеть. Летом здесь очень уютно.
Вижу, как промышленность изменилась. Я вижу, как верфи начали работать, заводы начали работать. Да, пока в сторону развития, скажем так, наиболее значимой для государства промышленности. Вот, ну, пока вижу, что все нормально. Подтянул под себя всех своих одноклассников рядом, с которыми он работал, учился. Я так понимаю, он их надеется, их знает, понимает. И они его поймут и поддержат. Даже вот сейчас наглядно это видно, что из-за того, что не на кого положиться. Он только нас, как мы считаем, в свой круг потянул. Да кто бы так не сделал. План, наверное, есть. Какой-то план есть. Точно. Вот вы сказали про круг, который потянул, и что так сделал бы любой. А как вы считаете, не главное ли в каждой нормальной цивилизованной стране сменяемость власти, чтобы власть сменялась, и вот этого обрастания кругом коррупции просто не было? После революции мы к этому и шли, чтобы с народа выходили люди на высшие поста, чтобы это было открыто. И сейчас это открыто. Любой может подать заявку. Вот. Но я просто не вижу перспективы. Кто бы заменил Путина того же, либо Собянина. Вот не вижу. Почему нет конкуренции? Вот у нас 140 миллионов граждан, и почему нет того... Они дают нам увидеть тех людей, кто бы мог заместить. Не дают. То есть у нас нет той информации, у нас все закрыто. Хоть кажется и свобода слова. Мы не видим и не слышим этих людей, да их тут же уберут. Только он поднимется, его тут же уберут. Сколько пытались такие из крестьян подниматься, то авария, то сердечный приступ. Как вы думаете, что это? Понятно. Что знакомое что-то. Я не слышу. Не углублялся в эту тему. Вот как вы думаете, в чем этот вот 22 года прошло, вот его правление, все-таки в чем этот план заключается? Что такое план Путина? К чему он идет, к чему ведет? Россия, чтобы стала везде. Чтобы у России границ не было. Вы это поддерживаете? У России нет границ. Сложный вопрос, поддерживаем или нет. Точно не знаю. Сам план заключается этого. Есть еще какие-то идеи? Нет, вообще нету. Вы, наверное, слышали такое понятие, как план Путина. Вот уже 22 год его правления подходит к концу. Вот в чем этот план заключается? Куда он ведет? К чему? Нет, я не слышал сформулированного плана Я Путина. тоже не слышала за последние 20 лет. По-моему, никто не понимает, чего мы строим и к чему мы хотим прийти. В этом беда и состоит. Как думаете, к чему нужно вот нам всем гражданам идти? К православной России. И не только к православной. К многонациональной, дружной, верующей, мужественной, дружелюбной, оказывающей, подающей милостыню друг другу и оказывающей помощь. А вы как думаете? Ну, тут мне нечего добавить, тут, наверное, все сказано. Как вы думаете, у Владимира Путина есть какой-то план? Но он за всем уследить не может, но тем не менее, просто-напросто у нас чиновники такие. Вот, а Путин, он исполняет свою должность. А в план его что входит? Ну, я думаю, что развитие всей России и все. Ну, чтобы мы хорошо жили. Все это придет. Просто некоторых чиновников нужно подвинуть и все, а так все будет нормально. Ну, насколько я понимаю, это просто как бессмысленное в плане того, что предвыборная кампания, в принципе, к примеру, как русско-японская война, ради войны, чтобы поднять рейтинги. Поэтому в этом нет ничего, собственно, полезного. Это бред про то, что западный, коллективный Запад и так далее. Но это все обобщение, это все лирика, это неинтересно. Ну, наверняка есть. В чем он заключается? Вот 22 года, план вот какой? Чего он хочет добиться? Ну, сейчас вот он хочет добиться, победить на Украине. План? Ну, вот мы все время там план Путина, вот уже 22 года, вот есть ли у него все-таки какой-то план вообще, к чему он нас ведет? Наверное, развитие экономики страны. Ну да, внешняя политика тоже. Понятие производства. Вот. Что еще? Когда план начнет работать? План? Ну, долговременный. Посмотрим. У нас много времени, чтобы это все увидеть.